Затем мы вернулись домой в Россию, но врачи продолжали настаивать на прерывании беременности. Было проведено 3 консилиума, где они очень сильно давили на меня, показывали мне фотографии всяких уродств детей. И после этого я вздохнула и была благодарна Богу, что Он нас направил в Анталию, что мы встретили такого профессора. Всем привет! Меня зовут Гульназ. Я рассказываю вам о том, как я стала мамой особенного ребенка. В прошлом видеосюжете я вам рассказала о том, как я узнала о своей беременности и о диагнозе моего малыша. После того, как на УЗИ обнаружили расщелину верхней губы, нас перенаправили в республиканскую клинику. Нам провели повторно УЗИ, подтвердили диагноз расщелины губы, а также поставили под вопросом расщепление твердого и мягкого неба. Помимо расщепления губы и неба, нам также диагностировали порок сердца, ДМЖП и ДМПП. После обследования УЗИ врачи начали подозревать о том, что у ребенка есть синдром, и порекомендовали мне пройти амниоцентез. Амниоцентез – это забор околоплодной жидкости. Врачи начали настаивать на прерывании беременности, так как очень много сопутствующих патологий, помимо расщелины губы и неба. После амниоцентеза мы решили поехать в Анталию, чтобы пообщаться с другими специалистами. В Анталии мы обратились к профессору Инанч Мендельджи Оглу. Принимает он в университете Акдениз. Стоимость приема была $300, но так как у него есть свой офис в Кони-Алты, кому интересно будет адрес, я оставлю ссылочку ниже. В частной клинике стоимость приема была $100. После обследования УЗИ профессор также подтвердил расщелину, а также сообщил, что порок сердца очень тяжелый и что ребенок не выдержит ни одну операцию, и порекомендовал нам тоже подумать, стоит ли рожать такого ребенка. Рассказал нам о том, что ребенок может родиться с полной глухотой, у него будут большие проблемы с приемом пищи. И задал нам такой вопрос, почему амниоцентез был проведен очень на поздних сроках, так как в Турции принято брать амниоцентез на 12-й неделе у женщин старше 35 лет. Он был дико возмущен, а также удивлен тем, что амниоцентез делается очень долго в такой ситуации. Когда мы вернулись в отель, у меня была истерика, я не знала, что мне делать. Я была уже почти готова на этот шаг прервать свою беременность, потому что все врачи хором сообщали мне о том, что ребенок не выдержит операции. На следующий день я позвонила своей подруге и попросила ее съездить в республиканскую клинику, чтобы узнать результаты анализов. К нашему великому удивлению, результаты пришли хорошие, то есть у нас не было обнаружено никаких синдромов. После этого мы снова позвонили профессору, и профессор сообщил нам, что не стоит радоваться, потому что амниоцентез изучает самые страшные синдромы, которые не подлежат лечению, и посоветовал нам пройти микроматричный анализ хромосом, который проводится только в городе Москва. А также рекомендовал нам сохранить биоматериал, который остался после амниоцентеза. Мы попросили уфимских врачей оставить этот материал. И оставался вопрос с сердцем. Мы обратились в клинику «Мемориал». Это международная клиника. Стоимость обследования
сердца ребенка была 15 тысяч рублей. Врач около часа пыталась изучить сердце ребенка. Через час нам врач сообщил, что ничего страшного у этого ребенка нет в сердце. Есть небольшая дырочка размером 1 миллиметр. И рекомендовала нам рожать этого ребенка, если не подтвердится синдром Дауна. После этого приема у меня выросли крылья. Я была очень счастлива, что с сердцем у ребеночка все в порядке. Но со всем остальным мы справимся. Затем мы вернулись домой в Россию. Но врачи продолжали настаивать на прерывании беременности. Было проведено 3 консилиума, где они очень сильно давили на меня, показывали мне фотографии всяких уродств детей. Но я отказалась прерывать беременность и забрала биоматериал ребенка и отправила в Москву транспортной компании, которая занимается перевозкой биоматериала. Компания, которая занимается анализом микроматричных хромосом, называется Геномед. Кому интересно будет, данные я оставлю ниже. А также вам могу указать адрес компании, которая занимается перевозкой биоматериала. Через неделю к нам пришли результаты по электронной почте, и анализ не показал никаких синдромов, никаких поломок хромосом. И после этого я вздохнула и была благодарна Богу, что Он нас направил в Анталию, что мы встретили такого профессора, который подсказал нам сделать микроматричный анализ хромосом, так как без этого анализа, может быть, я бы натворила делов. В следующем видеосюжете я вам расскажу, как я подбирала себе родильный дом, так как не все врачи хотели принимать у меня роды. Если вам понравился мой видеосюжет, поставьте, пожалуйста, лайк. Я вам всем желаю здоровья, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!